Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И, друзья, в этом видео мы с вами хотим поговорить о том, какие же вещи отталкивают от вас достаток, изобилие, процветание и финансовое благополучие. Вы знаете, деньги любят энергетику порядка и энергетику чистоты. И существует ряд вещей, в которые вносят хаос и диссонанс в денежные потоки. И, к сожалению, если у вас постоянно происходит диссонанс, то вы никогда не сможете привлечь в свою жизнь больше денег, разбогатеть. Потому что богатство и успех, друзья, это не просто следствие удачи и таланта, а в какой-то степени это образ жизни и четкий распорядок во всем. Мы отталкиваем деньги, к сожалению, самостоятельно, окружая себя рядом определенных вещей, к сожалению, с отрицательной и разрушительной энергетикой. И не стоит искать виновников вашего материального разорения вокруг. Ни Вселенная, ни ваши враги, ни ваши завистники не виновны в ваших постоянных неудачах. Почему? По одной простой причине, что каждый из нас создает пространство вокруг себя, к которому либо притягиваются денежные потоки, либо наоборот отталкиваются. И если вы хотите раз и навсегда избавиться от финансовых проблем, то вам стоит иначе взглянуть на привычные вещи, которые вас окружают. Ведь такие вещи вы впускаете сами в свою ауру, в свое сознание и, что немаловажно, в свой кошелек. Итак, друзья, вещи, которые мешают вам привлечь изобилие и достаток в вашу жизнь. Первое – это одежда и прочие какие-либо вещи, ранее принадлежавшие другому человеку. Вы знаете, такие вещи, а точнее энергетика таких вещей пробивает огромную брешь в вашей энергетике. Потому что каждый предмет обладает свойством считывать и записывать ваши эмоции или эмоции того человека, волнения и проблемы именно того человека, который носит те или иные вещи. Поэтому никогда не стоит приносить в свой дом и уж более использовать, надевать вещи, предметы, энергетика которых прежде была испорчена другим человеком. Конечно, такое наследие можно и почистить, и использованная вещь вам может принести пользу. Но здесь есть один нюанс. Нужно знать, как правильно это сделать, для того, чтобы не навредить себе и своим членам семьи. Далее, друзья, вещи усопшего человека. К сожалению, рано или поздно мы в доме храним вещи покойного человека, и каждый из нас иногда удивляется, почему мы не живем в финансовом достатке, в благополучии. Потому что вещи такого человека часто блокируют энергоинформационные потоки. А значит, даже нечего ждать никакой вот радости, счастья и денежного изобилия в доме, где полно таких вещей. И вы знаете, вы даже осознанно притягиваете к себе разорение, а вместе с ним и черную полосу в свою жизнь. Поэтому постарайтесь отказаться от таких вещей или, как вариант, друзья, как вариант, их отложить или сложить в какой-то ящик и коробку. И брать, рассматривать их воспоминания только, допустим, раз в году на день рождения усопшего. А не так, чтобы эти вещи каждый день привлекали ваше внимание. Далее, вещи, которые мешают вам жить в вашей жизни, это вещи, с которыми связаны плохие какие-либо воспоминания. И, конечно же, у каждого из нас бывают и взлеты, и падения. Но
у нас, у человека, мы со временем мы забываем что-то, но, к сожалению, вещи не забывают. Предметы помнят все то, что происходило с его хозяином, и сохраняют все и переживания, и притягивают похожие события. То есть они, друзья, знаете, заставляют нас против воли возвращаться к тем каким-то моментам, которые мы уже пережили. Это относится и к радости, и к унынию. И перезаписать, к сожалению, энергетики такой вещички или вещей, а также предметов, к сожалению, невозможно. Поэтому старайтесь отказываться от таких вещей, но это делайте только с радостью и с любовью. Друзья, это достаточно важно. Далее, друзья. Далее это у нас сломанные, сколотые и порванные вещи. Предметы, которые уже давно отжили свое, но дорогие вам по каким-то особым причинам. И вы не можете от них отказаться. Но знайте, что цена за такие воспоминания может быть иногда довольно высока. Почему? Потому что вы рискуете заплатить собственным успехом. Дело в том, что не только вещи впитывают энергетику, но и владелец связан с энергетикой и с теми вещами, которые он использует в своей жизни. Поэтому, пожалуйста, подумайте над этим. Ну и, друзья, следующее – это вещи определенных цветов. Вы знаете, ахроматические цвета достаточно хорошо выполняют свои функции, которые дарованы нам Вселенной. Черные, серые и белые оттенки погружают нас в омут, к сожалению, серости, промозглости, уныния и нищеты. Поэтому успешные люди стараются всегда разбавить свой гардероб и интерьер только яркими красками. Обратите внимание на известных людей. Посмотрите, как они одеваются, как они сочетают те или иные цвета. Кто-то скажет, возможно, что у них нет вкуса, они что-то не понимают, но, друзья, обращаю ваше внимание, что они не просто одевают те или иные вещи, они осознанно это делают. Друзья, вот такие вот предметы и вещи, которые отталкивают от вас достаток, изобилие и процветание. Мы надеемся, друзья, наши советы и наши рекомендации помогают вам в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк, друзья, и мы услышимся в следующем видео.